Одна из самых обсуждаемых тем сейчас, ну и в блогерской среде, да и в принципе, наверное, в мире, это Орбан, его взаимоотношения с Кремлем, с Путиным. Давайте ознакомимся с новостью, которую публикует Insider, The Insider. ГАЗ, АЭС и ОПГ, как Орбан из критика России превратился в проводника интересов Кремля. Венгрия стала ключевым союзником Кремля в составе ЕС за последние годы. Премьер-министр Виктор Орбан любезничает с Путиным, замораживает помощь ЕС Украине и блокирует санкции против России. Ну, здесь ему припоминают то, что он там перевозку материальных средств, денег, золота, ловил инкассаторов. Ну, собственно говоря, каждый со своей стороны что-то высказывает. Так было не всегда, вот напоминают со своей стороны инсайдер. До конца нулевых годов Орбан был критиком Путина и Кремля. Его лояльность можно объяснить разными факторами, в том числе зависимостью от российского газа, сомнительными, вызывающими подозрения в коррупции, сделками о строительстве АЭС и былыми связями с мафией, который Кремль также может использовать в своих интересах. Честно говоря, даже не знаю, что к этому добавить, об этом уже так много говорили, ну, наверное, с позиции канала Crime Show пару слов к этому можно было бы прибавить. Это то, что, ну, вообще вокруг Путина достаточно много людей, которые начинали с того, что критиковали Путина. И это примерно все. Ну, вот как-то так получилось. Там и Соловьев есть такой, он ведет на федеральном канале. Сейчас лояльнее, наверное, не найдешь. Ну, почему? Ну, может быть, они его полюбили. Знаете, у Пушкина было сказано, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Когда Путин у власти находится столько, сколько некоторые люди не живут, потому что очень долго он находится у власти, уже почти 30 лет, ну 30 лет, после 30 лет уже как-то некоторые ветшать начинают. У некоторых вся жизнь за это время проходит. Так что, может быть, привыкли да полюбили. Но это если немножко юмора добавить. С другой стороны, все, что касается коррупционных схем, я бы со своей стороны, знаете, поставил пример. Не пример, а... Не буду говорить про Орбана. Ну, во-первых, пусть в Венгрии избиратели сами, наверное, принимают решения. Мне бы не хотелось вмешиваться или давить, я там не жил, я не смотрел. Я бы два факта добавил. Первый, это то, что ставится в вину Орбану, то, что он получает с большими скидками энергоресурсы, но цены для жителей Венгрии сохраняются европейские. Если это правда, я этого не знаю, потому что иногда со мной спорят, что ты вот официально такое озвучишь, а мне люди пишут, да вообще не так. Поэтому сами пишите. Просто если это правда, тогда действительно он разницу кладет в карман, и это очень серьезный удар по его имиджу и его, в общем-то, востребованности в нем. Потому что есть, например, другие страны, такие как Грузия, Армения, очень сильно зависят от газа. Люди буквально выживают на газу, просто отапливают свои помещения в холодное время сезоны года. И это может иметь влияние, и при этом все равно Грузия и Армения как-то вот стараются идти своим путем. То есть это очень сильный крючочек, но да, общество обществом, но это же самое общество, которое понимает, что оно очень сильно от этого зависимо и будет значительно больше тратить, если вот эта связь прервется. Тем не менее, все время взвешивают. Дешевле заплатить за квартиру или больше заработать, интегрировавшись в какой-то свободный рынок. Да? Вот эта борьба внутри всегда идет. Поэтому Орбану можно поставить вину, если это действительно реальный факт, что от этой близости и общения народ ничего. Кто-то тогда вообще. Тогда это просто личная какая-то заинтересованность. Опять же, потому что не знаю. Со своей стороны, по поводу тех, кто высказывается, что относительно Путина, что Орбана, что других каких-то видных деятелей, таким образом монетизируя их знаковые и цитируемые имена, что неплохо, но важно, как ты себя проявил. И вот здесь важный момент. Что касается новостников, что касается блогеров, всегда есть смысл обращать внимание на такую проблему, о которой сейчас много говорится, что сами блогеры, они же свободны в своем выборе. У них вообще мнение может меняться в зависимости от предлагаемых обстоятельств, которые тоже меняются. И если человек, не меняясь, вот все время одного ругает, допустим, или кого-то хвалит, меня бы это наталкивало на размышления, на кого он работает. Он всегда на кого-то работает, блогер всегда на кого-то работает, потому что, это просто банальная монетизация, а может быть и какая-то прямая реклама, а может быть и нативная. Так вот, есть три варианта, на кого может работать блогер. И на этом я закончу. Он может работать либо на государство, государственник, то есть в интересах государства какого-то высказываться. Он может работать на общество, общественник, поднимает какие-то важные вопросы и говорит о конкретных случаях, о конкретных людях, и знает это.
И третий вариант, самый печальный, но, увы, сегодня довольно сильно распространенный. Блогер может работать на организованную преступность, у которой вообще какие-то свои планы, свои цели и, соответственно, свои интересы. Когда этот самый блогер вроде как в интересах государства или вроде как в интересах общества, но по каким-то мелким деталям можно заподозрить, что он скорее какой-то толкает нарратив и понять бы чей. Вот я бы рекомендовал всегда на это обращать внимание. Еще раз, я не говорю, что кто-то из них хороший, кто-то плохой. Опять же, я там не нахожусь, я не сравнивал цены и уровень жизни. И единственное, какую дал бы рекомендацию, основываясь на тех делах, которые рассматривал, на тех проблемах, которые, на мой взгляд, действительно объективно возникают, это оценивайте самих советчиков, которые дают вам советы. Ну и, конечно же, свой холодильник, карман, возможности и перспективы. Если бы я обращался, ну не знаю, к венграм, я к ним обращаясь, могу сказать только одно. Берегите себя, процветания вам, вашим близким, мудрости, здоровья и прекрасного президента, кормчего. Ну, а на самом деле, конечно же, человека, ответственного за силовые структуры, которые вас должны защитить и дать возможность вам развиваться. Если это есть, ну тогда все остальное можно и не есть. Увидимся, друзья. Благополучия и процветания.